Здравствуйте, добрые волшебники! В этом подкасте будет вся боль маленькой девочки, которой в 3 годика грозит ампутация ноги. Лизонька, мое солнышко, моя душа, потерпи еще немного. Сейчас приедет скорая мама, прижимает пеленку к ножке дочери, но кровь никак не останавливается. Это была уже 3-я пеленка, 2 другие, темно-бурые от засохшей крови, лежат рядом. Кровотечение не останавливается, скорая не приезжает. Лиза истекает кровью на глазах у мамы, и та ничего не может с этим сделать. При диагнозе Лизы такое периодически случается. Сосуды в ее ножке развиваются неправильно. Глубокие вены повреждены, поэтому основной кровоток идет по поверхностным венам, которые для этого не предназначены. Это выглядит как гангрена. Поверхностные вены переполнены кровью, кожа здесь темная, почти черная, с фиолетовым отливом. Само пятно рыхлое. Часто бывает, что вены не выдерживают такого сильного потока крови, их прорывает, и тогда случаются сильнейшие кровотечения. Скора наконец приезжает. Врачи не сразу понимают, что происходит. Откуда такая рана, почему столько крови? Мама быстро все объясняет. Но даже врачам скорой не сразу удается справиться с кровотечением. У Лизы синдром Клиппель-Тренони. Все начиналось как небольшое пятно бледно-винного цвета на правом бедре новорожденной крохи и немного увеличенных пальчиков на ноге. В роддоме сказали, что это обычная гемангиома, и ее можно будет легко убрать лазером. Но пятно становилось темнее и больше. По результатам УЗИ был поставлен уже куда более грозный диагноз. Из-за того, что сосуды развиваются неправильно, ткани недополучают питательные вещества и начинают разрушаться. Становилось только хуже. С годика кровотечения из ножки стали регулярными. Лиза принимала препараты, разжижающие кровь, носила специальные компрессионные чулки, но это лишь облегчало состояние и немного замедляло развитие болезни. Все шло в ампутации. И в итоге ампутация вообще стала единственным вариантом, который предлагали Лизе в России. Мама часто берет Лизу на руки, обнимает и целует. Лиза уже большая, и она стесняется своего пятна на ножке. Кроха стыдливо прикрывает его ручками даже от мамы и просит не смотреть на больную ножку. Лиза может избежать ампутации и быть здоровой. Но, как и все самое ценное в жизни, ради такого шанса нужно будет очень постараться. В Италии есть профессор Рауль Матаси. Это выдающийся сосудистый хирург, который помогает таким пациентам с 1986 года. Он сможет удалить пораженные вены и перенаправить кровоток. И ампутации удастся избежать, Лиза будет здорова. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.